Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Вообще не планировал сегодня выезжать, но время выдалось, поэтому думаю, все-таки съезжу. Приехал на старые места. Был тут у меня один сигнал, очень глубокий. Начинал я его копать, но наушники сели и не докопал. Сейчас буду искать. Ну вы посмотрите, трава какая. Вот лопата стоит. Ее просто не видно в траве. Это я не в яме, ни в какой-то. Вот я просто иду. Понимаете? Трава выше роста лопаты. Вот так вот пробираюсь. Сейчас, если не найду тот сигнал, пойду вот к тому дубу старому. Возле него находки были. Может, там пошурфлю. В принципе, жара у нас спала. 17 градусов сейчас всего. Очень комфортно и ветерок. Насекомых пока не докучают. Подписывайтесь на канал, друзья. Комментируйте и ставьте лайкосики. Поехали. Здесь, в принципе, травы поменьше. Вот яма, которую я начинал. Ну, что-то очень глубоко. Будем выкапывать. Короче, там оказался, друзья, моток алюминиевой проволоки на глубине вот такой вот. Зря отпахал. Перешел к дубу, начал шурф. И смотрите, и уже первые плоды полезли. Жаль, со сколом. Ну, такая вот пепелка, надо полагать. И следом дальше ковыряю. Смотрите. Какая-то баночка. Сама вроде как керамическая. И крышка есть. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Мазила какая-то. Вот так вот. Ну и всякие осколки лезут. Продолжаю работать, друзья. Не переключаемся. Ищем что-то интересное. Батюшки мои. Безделушки всякие продолжаются. Цветняшки. Крышки. Осколки. Поэтому пока сидим здесь. Выброс начал звонить. И вот в нем, помните, я как-то выкапывал градусник в виде якоря. Я так понимаю, вот это вот одна из накладок от того самого якоря. Потому что место то же самое. Так вот по частям спустя месяца и собираем. Следом выскочила вот такая вот бутылка. Сначала думал, что без горлышка, но нет, абсолютно целая, замечательная пивная зеленая бутылка. Приятная находка. Ну, именно вот эта марка довольно-таки часто попадается. Даже внутри что-то еще есть. Выпала линза, явно от очков. Причем похоже, что человек с дальнозоркостью носил ее. Опачки. И что это у нас дальше такое выпало? Похоже на кисточку самодельную. Видите, подвязана он была. Колышек такой. Красили ребята. Ребята красили. Стоп, ребята. Давайте возьмем небольшую паузу и проведем пару минут с пользой. Кто следит за развитием событий на канале, знает, что часто на полях, да и в лесу попадаются вот эти знаки 1 мая.
Часто они в плачевном состоянии. Ну, вот этот вот такой весь закисленный, запрессован грязью. Попробуем поработать с ним сегодня. Есть уже полюбившиеся мне средства российского производства. Антикварка ППС медь бронза и антикварка ППС латунь. Средство разработано для нас крымским производственным предприятием «Созвездие». Больше всего мне нравится, что все очень и очень просто. Берем самую простую губку. Вот так слегка промакиваем и наносим на нашего пациента. Да так, чтобы было заметно вспенивание. Вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Промокнули хорошенько. И с внутренней стороны нанесли. Оставляем все это хозяйство. О, уже видно сразу, как пошла реакция. Посмотрите, друзья. Уже сразу видны результаты с первых секунд. Тем не менее, оставляем все это дело минут на 10. Пусть оно полежит здесь, покипит. А потом вместе с вами посмотрим, что из этого получилось. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты. Не могу не отметить преимуществ данного средства. Во-первых, в нем отсутствует аммиак. Во-вторых, друзья, заимев в свой арсенал данного помощника, вы получаете возможность качественно очищать свои находки без повреждений. Ну и само собой, вы можете производить чистку как локально небольших артефактов, так и применять средства на крупногабаритных объектах. Прошло 12 минут, друзья. Смотрите, вот остался грязный след только. И пена, она убрала всю грязь. Пойдемте смоем водой и посмотрим. Батюшки мои. Смотрите, очень хорошо очистила. Посмотрите, сияет. Естественно, никакой пропаганды, друзья. Только история, кладоискательство и реставрация на канале Рыболов Копатель. Я очень рад результату в очередной раз. Вот такой конечный результат получился, друзья. Естественно, после мойки не забываем применить мыло, чтобы погасить реакцию. Также не забывайте про финишное патинирование металла. Это обязательно. Ребята, переходим по ссылочке в описании. Заказываем данное средство. Поддерживаем отечественного производителя. Там в большой траве невозможно сидеть просто. Вот нашел место. Такие проплешины есть. Поброжу здесь. Тут как-то покомфортней. Прям рядом с обочиной дороги сигнал. И монитос с каким-то белым отливом. Что-то даже непонятное. Один что-то. Непонятно. Один что 1862 года. Божья коровка в росе, главное. Подлет совершить хочет. А это еще что за ноу-хау тех времен? Посмотрите, какой-то тросик продет, рукоятка. А причем здесь тросик? Странно. Так, вроде невзрачный сигнал прозвучал. И саперный топор. Состояние нехорошее, я думаю. Он и так обтесанный, небольшой, сам по себе был.
О, уезжал с копа, друзья. А тут посмотрите, кто у нас сидит. Да не просто сидит. Еще и лягушку тащит. О, бандит. Схватил, главное, лягушку. О! Шипит. С дороги уходил, друг. Со своей лягушкой. А повстречать ежика, друзья, это всегда к интересным находкам в будущие выезды.